Привет, Арми. Несколько дней назад в социальных сетях начал распространяться слух, который привлек много внимания. Но на самом деле это ложь. Все началось с того, что некоторые люди утверждали, будто в одном из видео фанатка утверждала, что знает о секретной татуировке Чингука. Они утверждали, что больше никто об этом не знает. Естественно, это вызвало большой переполох, ведь в фандоме все новое или загадочное мгновенно распространяется. Проблема в том, что этого комментария не было. На самом деле кто-то взял оригинальное видео, отредактировал его и добавил фальшивые субтитры. Таким образом, создалось впечатление, что фанатка говорит о скрытой татуировке на ноге Чингука. Но если посмотреть полное видео без каких-либо нарезок или монтажа, то станет понятно, что ни одна татуировка не упоминается. Многие фанаты, особенно фанаты с одинаковыми именами, склонны выдумывать истории, которых не существует. Они делают это, нарезая видео, намеренно искажая перевод или добавляя фразы, которые никогда не произносились. И, конечно же, когда кто-то видит только отредактированную версию, он может поверить в ее реальность. Поэтому всегда важно пересмотреть полное видео, прежде чем делать поспешные выводы. В данном случае циркулируют два видео. В первом видео Чингуки пометили красным флагом, заявив, что фаворит признался в том, что у Чингука есть секретная татуировка на ноге, а Тэхён даже не знал об этом. У Чингука нет татуировки на этой части тела, не говоря уже о том, чтобы фаворит говорил об этом. Само видео было простым интервью, в котором они спросили Чингука, какая его любимая песня и какая еда ему нравится, вот и все. Не было никакого секрета, никакой татуировки, ничего общего с тем, что выдумывали Чингуки. И вот что самое странное, многие предпочитают цепляться за выдуманную версию, как будто они скорее поверят в то, чего не существует, чем примут то, что происходит на самом деле. Хуже всего то, что это в конечном итоге порождает слухи, которые потом, кажется, невозможно развеять. Более того, эти выдумки всегда пытаются вставить фаворита в сцены с Чингуком, как будто между ними что-то есть. Но правда в том, что эти отношения – всего лишь фантазия, то, что действительно существует, видно в тысячах моментов, это близость между Чингуком и Тэхёном. Чингук и Тэхён реальны, потому что эти двое на протяжении многих лет демонстрировали подлинную связь. Совместные поездки, личные разговоры, взгляд доверия, жест, который говорит сам за себя. Никто этого не выдумал, он есть у каждого, кто хочет это увидеть. С другой стороны, Чингуки тратят время, вырезая сцены, чтобы придать им смысл, которого у них никогда не было, и в конце концов все, чего они добиваются, это запутывают и разделяют фандом. Вместо того, чтобы сосредоточиться на своих талантах или достижениях, они создают бесконечные споры. В последнее время много говорят о зеленом и фиолетовом цветах, особенно потому, что они являются синонимами Тэхёна. Если вы обратите внимание, вы часто видите Чингука и Тэхёна в этих цветах, будь то одежда, аксессуары или мелкие детали. Не только потому, что цвета привлекают внимание, но и потому, что они имеют для них особое значение. Зеленый – любимый цвет Тэхёна, он символизирует спокойствие, свежесть, что-то естественное и подлинное, он идеально соответствует его творческой и спокойной ауре. Фиолетовый оказывает более сильное влияние, все знают знаменитую песню «I Purple You». Фиолетовый – последний цвет радуги, он символизирует доверие и долголетнюю близость. С тех пор фиолетовый стал больше, чем просто цветом, он стал символом любви и единства между BTS и ARMY. И здесь на сцену выходит Чингук, его часто можно увидеть фиолетовым, не только чтобы поприветствовать ARMY, но и в качестве жеста для Тэхёна. Потому что, если этот цвет символизирует любовь и доверие, то в этом нет ничего плохого. Неудивительно, что Чингук постоянно выбирает его, это как способ сказать «я здесь» фанатам и Тэхёну. Его также видели в зеленом, любимом цвете Тэхёна. И вот что интересно, когда кто-то так часто носит цвет, который стал частью чьей-то индивидуальности, это не просто совпадение. Кроме того, у Чингука есть браслет с зелеными и фиолетовыми бусинами, простая, но очень символичная деталь. Этот браслет можно интерпретировать двояко, как жест привязанности к Арми, а также как явный знак его чувств к Тэхёну. Тэхён и Чингук несколько раз носили красное и синее, на первый взгляд это кажется простой деталью гардероба, но для многих это не так.
Однажды, посетив гадалку, они услышали, что один из них – огонь, а другой – вода. Это связано с красным и синим, поскольку они представляют собой противоположные, но дополняющие друг друга элементы. Все это указывает на нечто важное. У Чингука и Тэхёна ничто не кажется импровизацией. Цвета, которые они носят, аксессуары, жесты, которыми они делятся – все это усиливает их связь. Им не нужно выдумывать истории или создавать фальшивые сцены, как это делает Чикук при монтаже видео. Связь Тэхёна и Чингука очевидна в повседневной жизни, в маленьких деталях, которые, если сложить их вместе, открывают нечто гораздо большее. На протяжении многих лет эта связь оставалась очевидной. Отношения не основываются на слухах или выдуманных переводах, они основаны на фактах, которые видит каждый. И именно поэтому так много людей болеют за Чингука и Тэхёна, потому что их работа всегда кажется настоящей, без ненужных приукрашиваний. Отношения Тэхёна и Чингука годами были темой для обсуждения не только среди тех, кто внимательно следил за их жизнью, но и среди тех, кто наблюдал за их совместным поведением. Им не нужно называть то, что их объединяет. Связь чувствуется без слов. В том, как они смотрят друг на друга, защищают друг друга и заботятся друг о друге, есть что-то, что говорит больше, чем любые пустые слова. Как будто их связь говорит сама за себя, давая понять, что их связывает нечто настоящее, несмотря на любые сомнения, которые могут посеять другие. Часто люди, видящие их, пытаются объяснить происходящее между ними, говоря, что это просто дружба или что все это часть сценария, придуманного для фанатов. Однако разница кроется в деталях, спонтанных жестах, необъяснимых взглядах и естественности их поведения. Все это сложно подделать. Когда они вместе, не похожи, чтобы они пытались кого-то впечатлить. Напротив, это воспринимается как нечто личное, почти интимное, что остается ощутимым даже под прицелом камер или в присутствии тысяч людей. Часто приводят пример красного и синего цветов. Тэхён и Чингук несколько раз носили их вместе, как в костюмах, так и в аксессуарах. На первый взгляд это может показаться совпадением, но в контексте того, что они представляют, они имеют разное значение. В гостях у гадалки они услышали, что один из них символизирует огонь, а другой – воду. Это сравнение нетривиально, красный ассоциируется с огнем и страстью, а синий – с водой и спокойствием. Они действительно противоположные стихии, но в сочетании достигают равновесия. Эта двойственность также иллюстрирует, как они взаимодействуют в паре, разные по характеру, но дополняющие друг друга. Присмотревшись внимательнее к их общей истории, вы поймете, что с Тэхёном ничто не кажется импровизацией, каждое взаимодействие имеет особое значение не потому, что оно запланировано, а потому, что отражает то, что существует между ними. Такой способ общения без слов подкрепляет идею глубокой связи. Пока некоторые отвергают это как фан-сервис, другие явно верят, что их связь выходит за рамки экрана. Самое захватывающее – это то, как они понимают друг друга без слов. Неважно, на сцене они, в интервью или в повседневной жизни, одного взгляда достаточно, чтобы сказать друг другу, что они чувствуют или думают. Это молчаливое общение говорит о доверии, совместном времени и связи, которая крепнет с годами. Зачастую этот простой обмен взглядами оказывается более красноречивым, чем любой разговор. Еще один важный аспект – это то, как они поддерживают друг друга в профессиональном и личном плане. Когда один переживает трудные времена, другой рядом, пусть даже это всего лишь небольшой жест, например, слово поддержки или ободряющий взгляд. И когда они отмечают какое-то событие, они делают это вместе, искренне разделяя радость. Такая открытость друг другу подпитывает ощущение, что их отношения выходят за рамки поверхностного. В истории Чингука и Тэхёна каждая глава, кажется, укрепляет мысль о том, что их объединяет нечто, не требующее ярлыков. Их отношениям не нужны официальные заявления или громкие заявления, чтобы быть настоящими. Повседневные жесты, совпадения, совместное молчание и то, как они дополняют друг друга, говорят сами за себя. Для многих это самое яркое доказательство того, что их отношения реальны, связь, которая не пытается убедить, она просто раскрывается. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always on.